Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня предлагаю вам мастер-класс по вязанию вот таких вот туфелек, босоножек для лета. Я думаю, что они вам понравятся, вяжутся они очень просто, сложностей тут никаких нет, и я все очень-очень подробно вам расскажу. Дорогие друзья, все материалы на моем канале для вас абсолютно бесплатны. И я от вас жду в ответ лайк, подписку на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео. И также в комментариях пару слов. Напишите о своем мнении об этой обуви, которую я вам представляю. Пишите, пожалуйста, свои вопросы, я с удовольствием на них отвечу. А мы начинаем. Подошву я взяла вот такую черную. Мне хочется чего-то необычного, я думаю, с голубой пряжей, из которой я буду вязать, будет идеально смотреться. Буду вязать на 36 размер. Пряжа Melissa Perles номер 5. Это пряжа 100% катон, Испания. И здесь на 70 грамм 290 метров. Пряжа тоненькая, поэтому буду вязать нитью в 2 сложения. Крючок 2,5 миллиметра. Ну и начинаем с обработки подошвы. Сначала я пробиваю по всей окружности подошвы отверстия. Делаю я это шилом. Просто обычное шило, потолще, чтобы потом крючок проходил. Я пробиваю отверстия на расстоянии полсантиметра друг от друга по всей окружности. Дальше подошву обвязываю. Я обвязывать буду этой же самой нитью. Это летняя обувь, тут ничего такого индивидуально особенного не надо, но можно обвязать черной капроновой нитью, если вы хотите. Но я хочу прямо вот цвет этой. Начиная с пятки, в каждое отверстие провязываю 2 столбика без накида. Первое отверстие 1 столбик без накида, следующие все последующие 2 столбика. И потом, когда я буду заканчивать пяточку, я в это отверстие, где было первое с 1 столбиком, довязываю второе столбик без накида и провязываю в первую петелечку соединительный столбик. Вот в первое отверстие 1 столбик без накида, в следующие все по 2 столбика без накида. Я сделала смену крючка 2,5 на 2,5, просто взяла давно проверенный крючок, которым я обвязывала подошву. Я знаю точно, что он не сломается. Вяжем по кругу по 2 столбика без накида в каждое отверстие. Доходим до конца ряда, и вот там, где у нас был 1 столбик без накида, провязываем в это же отверстие 2 столбик без накида, и затем в первую петлю провязываем соединительный столбик, закрепляем, воздушная петля подъема, и обрезаем нить. Теперь то же самое делаем со стелькой. Стельку необходимо разметить, точно так же на расстоянии полсантиметра друг от друга отверстия сделать и провязать, обвязать ее точно так же, как мы обвязали подошву столбиками без накида по всей окружности. Стельку можно купить готовую, можно сделать самим. Для летних босоножек хорошо подойдут стелечки из кожи, но можно использовать и другие материалы. В принципе, по стелькам тут дело добровольное.
какие хотите. Держим лицом к себе стельку лицевой частью и обвязываем по 2 столбика без накида в каждое отверстие. Точно так же мы тут начинали с одной петли, то есть с одного отверстия 1 столбик вязали, доходим до конца, и в это последнее отверстие довязываем 2 столбик, затем соединительный столбик в первую петлю, нить обрезаем и дальше уже присоединяем стельку к подошве. Значит, вот эти нити, которые у нас тут концы остались, мы прячем между подошвой и стелькой. И начинаем обвязывать столбиками без накида. Тоже берем 1 петлю с ряда подошвы, 1 петлю с ряда стельки и провязываем столбик без накида. Дальше следующую петлю берем опять 1 петлю на подошве, 1 петлю на стельке и провязываем столбик без накида. По всей окружности вот так обвязываем их вместе. Связываем. Если сложно и они у вас начинают сдвигаться, то вы можете их зафиксировать или нитками привязать, или же маркерами, ну так, чтобы они держались. Вот подошва, когда у нас обвязана, мы теперь конец нити спрятали и теперь приступаем к вязанию переда. С чего начнем? Сначала мы сделаем такие несколько рядов подъема впереди, для того, чтобы не был узкий очень перед. У меня закрытый перед, поэтому намечаем вот здесь. Я думаю, что вот здесь примерно достаточно будет. Намечаем параллельно 2 петли с одной и другой стороны. И вот от первой петли и туда, где мы поставим на той стороне маркер, мы будем сейчас вязать первый ряд. Начинаем вот с этой петли и вяжем в каждую петельку, вяжем столбик без накида от этой петли и до маркера. Вот сейчас довязываем оставшиеся петли, доходим до маркера, останавливаемся перед ним и теперь, когда мы дошли до маркера, мы будем разворачиваться на изнаночную сторону, то есть будем вязать изнаночный ряд. Последняя петля, воздушная петля подъема, разворот, и начинаем изнаночный ряд прямо с первой петли.
из первой петли, не со второй от крючка, а с первой, вот из которой у нас воздушная петля подъема. Для того, чтобы край этого бортика был ровным, с первой петли идем столбиками без накида весь ряд от начала до конца. Вот если правильно начали ряд с первой петли, то бортик будет ровненький. В конце ряда точно так же, не вот с этой, с первой, самой первой петли заканчиваем ряд в эту петлю. Провязываем последний столбик без накида, затем воздушная петля подъема и разворачиваемся на лицевую сторону. Вот такой бортик у нас получается. Для подъема у меня не очень широкая ножка, подъем невысокий, поэтому я сделаю еще один ряд. Если вам необходимо, вы можете сделать еще 2 ряда, например, если будет маловато. Я провяжу еще один ряд, столбики без накида от начала до конца. Доходим до конца ряда. Здесь мы фиксируем нить и обрезаем ее. Конец нити прячем в вязание. Теперь приступаем к вязанию верха переда. Здесь нам надо посчитать все петли, которые у нас есть. У меня получилось 54 петли. В общем, от начала до конца в этом ряду надо найти центральную петлю, чтобы потом у нас не косил узор. И вот от этой центральной петли я отсчитаю вправо 4 петли и с 5 петли начинаю ряд. 4 петли отсчитываем, с 5 петли начинаем. Столбик без накида, воздушная петля, накид, пропускаем 2 петли и вяжем столбик с одним накидом. Теперь делаем накид. Забираем крючком 2 петли у основания этого столбика, протянули, не провязываем, потом накид и берем со следующей петли, протягиваем, не провязываем, и затем вместе провязываем по 3 петли на крючке. Провязываем первые 3 петли, 2 петли и накид, и вторые 2 петли и накид. Теперь 2 воздушные петли, снова отступаем 2 петли, провязываем столбик с одним накидом, затем забираем 2 петли у основания этого столбика, протягиваем нить, снова делаем накид, протягиваем нить через петлю рядом со столбиком и провязываем по 3 петли на крючке, столбиком как бы с одним накидом, но по 3 петли.
Снова 2 воздушные петли, накид, столбик с одним накидом через 2 петли в третью. Накид, протягиваем нить через 2 петли у основания столбика. Накид, протягиваем нить через следующую петлю за столбиком. И теперь по 3 петли. Первые 2 петли и накид провязываем, и вторые 2 петли и накид. Воздушная петля, 2 петли отступаем и в третью соединительный столбик. Теперь еще один соединительный столбик, разворачиваемся на изнаночную сторону. Конец нити здесь у нас торчит, обрезаем. Изнаночный ряд, под каждую арочку вяжем по 2 столбика без накида, а над вот этими столбиками с одним накидом вяжем 2 столбика без накида прямо в петли. Под арочку 2 столбика без накида, 2 столбика в петли, под арочку в петли. Я думаю, что вам видно. Вот я показываю под каждую арочку 2 столбика без накида и 2 столбика без накида над самими столбиками. В конце ряда под последнюю арочку 2 столбика без накида. Соединяем следующую петлю соединительным столбиком и провязываем еще 2 соединительных столбика. Следующий ряд воздушная петля подъема и вяжем первый столбик с одним накидом вот сюда над первой арочкой. Накид, протягиваем нить через основание этого столбика. Накид, протягиваем нить через первую петлю от столбика с одним накидом. И теперь провязываем по 3 петли столбиком с одним накидом. 2 воздушные петли, 2 петли отступаем, и вот следующий центр арочки начинаем вязать то же самое. Столбик с одним накидом, затем накид, протягиваем нить у основания столбика через 2 петли, накид, и в следующую петлю от столбика протягиваем нить. Точно так же заканчиваем столбиком с одним накидом по 3 петли. Две воздушные петли, то же самое делаем над следующей арочкой.
И снова 2 воздушные петли, и над последней арочкой тоже делаем столбик с одним накидом. Накид, протягиваем нить у основания столбика, накид и протягиваем нить со следующей петли возле столбика. Провязываем столбик с одним накидом по 3 петли, воздушная петля. И заканчиваем, пропуская 2 петли в третью соединительным столбиком. Еще один соединительный столбик и разворачиваемся на изнаночную сторону. Изнаночный ряд вяжем так же, как и предыдущий. Под арочки вяжем по 2 столбика без накида. Над столбиками 2 столбика без накида. Точно так же. Вяжем столбиками без накида весь ряд. Последние 2 столбика под последнюю арочку. Ряд заканчиваем соединительным столбиком в следующую петлю. Еще 2 соединительных столбика и переходим к лицевому ряду. Вот такой получается симпатичный узор. В шахматном порядке располагаются столбики. Он несложный. И дальше вяжете точно так же. Вот над каждой арочкой мы делаем столбик с одним накидом и дополнительный столбик привязываем к нему. А между столбиками 2 воздушные петли. Продолжаем вязать так до верха. Но мы не дойдем до верха один ряд. Я покажу еще, как сделать так, чтобы не торчала потом ширина. Вот еще поближе показываю рисунок, как вяжется. Думаю, вам так будет хорошо видно. Вот вяжем столбик с одним накидом. Накид. И теперь вводим крючок вот сюда под 2 петли основания столбика. Вытягиваем нить, не провязываем. Накид и вводим крючок в следующую петлю от столбика. Вытягиваем нить и теперь провязываем 3 петли сначала и затем еще 3 петли на крючке провязываем. 2 воздушные петли, накид и опять столбик с одним накидом. Накид, вводим крючок в основание столбика, протягиваем нить. Накид и протягиваем нить через следующую петлю от столбика. Провязываем 3 петли сначала, потом еще 3 петли.
2 воздушные петли и продолжаем то же самое. Вот я провязала 5 рядов, и вот эта ширина мне уже достаточно. Можете измерить подъемчик у себя, вот мне хватит. Теперь первый, чтобы не было расширения, над первой аркой вяжу не 2 столбика, а 1 столбик с одним накидом и перехожу сразу ко второй арке. Вот так довязываю до конца ряда, как обычно, а потом в конце ряда тоже над последней аркой делаю 1 столбик с одним накидом. Вот здесь 2 воздушные петли, затем 1 столбик с одним накидом и заканчиваю ряд. 1 воздушная петля и привязываюсь через 2 к 3 соединительным столбиком. Еще 1 соединительный столбик, разворачиваюсь на изнаночный ряд и вяжу столбики без накида от начала до конца ряда. В конце ряда соединительный столбик, и здесь еще поместится еще 1 ряд с такими столбиками с одним накидом, поэтому я провяжу еще 2 соединительных столбика и начну еще 1 ряд. И тоже в начале ряда буду провязывать не 2 столбика с одним накидом над первой арочкой, а 1 столбик с одним накидом.
В конце ряда присоединяюсь вот уже к этому бортику, и дальше по бортику соединительные столбики вниз и последний соединительный столбик по боковой части. Разворачиваемся затем на изнаночную часть и буду изнаночный ряд вязать столбиками без накида. Под каждую арочку вяжем 2 столбика без накида, над парными столбиками 2 столбика без накида, то есть по 2 столбика без накида и под арочку, и над столбиками от начала до конца ряда. В конце также по бортику соединительные столбики до конца, по боковой части 1 соединительный столбик и разворачиваемся на лицевую часть. И теперь я провяжу еще 2 или 3 ряда столбиками без накида, просто туда-обратно, поворотными рядами. Вот провязала еще 2 ряда, заканчиваю соединительными столбиками и нить обрезаю. Затем конец нити прячу в вязание. Вообще надо было бы верх обвязать сразу красиво, но я что-то еще не знаю, что буду делать дальше, пока обрежу, ничего страшного. На этом этапе примеряйте, смотрите, как подъемчик, подходит ли все на ножку, чтобы было все ровненько, не косило, чтобы вязание. Пока не поздно, можно будет еще распустить и перевязать. Теперь приступаем к пяточке. Пяточка у нас будет вот так стоять, значит, нам надо будет пяточку вот отмерить где-то вот здесь у нас от каблучка примерно на 1,5 сантиметра. Ну, тут на сантиметр даже может быть. Вот отсюда мы начинаем вязать и намечаем с этой стороны пятку, фиксируем маркером, где она у нас будет начинаться и заканчиваться. Ставим 2 маркера с обоих сторон. Проверяем, чтобы было ровно. И теперь начинаем вот от первого маркера, начинаем вязать пяточку. Будем делать точно такой бортик, как у нас впереди для подъема, да, но здесь мы сделаем, чтобы было симметрично с передом, поэтому вяжем отсюда столбиками без накида от одного маркера до другого.
Заканчиваем сейчас здесь ряд. Доходим до маркера с этой стороны. И теперь мы будем вязать изнаночный ряд. Но в отличие от того, как впереди мы хотели, чтобы бортик был ровный, то здесь у нас он должен идти на срез. Поэтому начинаем вязать изнаночный ряд со второй петли от крючка. Не забудьте воздушную петлю подъема. И со второй петли начинаем каждую петлю столбик без накида от начала до конца ряда. В конце ряда заканчиваем ряд в последнюю петлю, и вот самую последнюю, когда мы вяжем, ее не трогаем, самую-самую крайнюю. То есть заканчиваем вот здесь. Заканчиваем ряд, провязываем последнюю петлю и разворачиваем вязание на лицевую сторону. Следующий ряд мы будем уже провязывать узором. 2 воздушные петли, и в первую петлю после этой вот цепочки сразу столбик с одним накидом. Получается 2 столбика, потом 2 воздушные петли, и дальше по рисунку столбик с одним накидом. Накид протягиваем нить через основание столбика, накид, петлю рядом со столбиком протягиваем нить и провязываем по 3 петли. Вяжем точно такой рисунок, как мы вязали по переду, через каждые 2 петли, в третью столбик с одним накидом, потом к нему привязываем еще один столбик, 2 воздушные петли, снова пропускаем 2 петли и так далее. Вяжем от начала до конца ряда по рисунку. В конце ряда смотрим, что у нас тут с петлями. Я вижу, мне не хватает, поэтому я буду делать не 2 столбика, не 2, а через одну петлю. Один накид, столбик с одним накидом, привязываю к нему столбик, потом еще один накид, столбик с одним накидом. И еще один столбик с одним накидом в конце ряда. Изнаночный ряд вяжем так же, как по рисунку обычно, столбиками без накида, весь ряд под арочки и над столбиками.
Следующий ряд, так как у нас наскос идет, сразу начинаем с середины вот этого у нас арочки. Над арочкой вяжем столбик с одним накидом, привязываем к нему еще один столбик и дальше продолжаем по рисунку. 2 воздушных петли, по 2 столбика, 2 воздушных петли. Продолжаем так дальше. Вяжем высоту еще вот таких 4 ряда лицевых и 4 изнаночных. Вот мы провязали пяточку всю. Высота пятки абсолютно нормальная. Теперь нам надо будет привязать сюда вот такой ремешок. Сейчас я еще что-то подумаю. Мне хочется здесь еще что-то связать. И я, скорее всего, присоединю к этой пяточке. Сейчас покажу, как я надумала. Сейчас сначала перед обвязываем. Вот эту петлю перенесу сейчас на маркер, чтобы нить не обрезать. Нить опускаю вниз к подошве вот сюда. И вот отсюда начинаю обвязывать. Обвязываю вот таким шагом. Поддеваю крючком снизу накид. Делаю не сверху, как обычно, а снизу. И провязываю столбиком. Ну, как полустолбиком. Столбик без накида, но здесь у нас накид, полустолбик. Только накид берем не сверху, а снизу. Вот так мы обычно делаем накид, а я беру снизу, вот так. И провязываю столбик вместе с этим накидом в каждую петельку. Потом опять накид забираю снизу крючком и провязываю столбик. Получается очень красивая обвязка. Вот так продолжаю обвязывать, дохожу до маркера. Маркер снимаю на крючок и вместе с ним вяжу дальше. То есть провязываю петлю вместе с этой петлей с маркера. И затем заканчиваю обвязку в конце ряда. Здесь заканчиваю ряд соединительными столбиками. Нить обрезаю и прячу ее в вязание. Задник мы обвязали, теперь точно так же обвязываю перед. Вот начинаю отсюда с угла и обвязываю в каждую петелечку точно таким же узором.
Накид снизу забираю крючком и провязываю столбик вместе с этим накидом. В конце ряда 2 соединительных столбика, а затем я нить не обрезаю. Я забираю ее наизнанку, так петельку, и потом поднимаюсь по переду, поднимаюсь на 4 петли вверх, и потом буду вязать воздушную цепочку для перемычки между передом и задником. Вот 4 соединительных столбика провязал. Теперь набираю цепочку из воздушных петель. Буду набирать где-то 15-16 петель, потом посчитаю. Вот мне надо, чтобы она сюда дошла, и чтобы она была не провисала и не была слишком натянута. Сейчас наберу и буду посчитаю в конце, сколько у меня получилось петель. Вот достаточно 16 петель. Теперь привязываюсь соединительным столбиком, провязываю еще один соединительный столбик. Теперь разворачиваюсь и в каждую петельку этой цепочки провязываю столбик без накида. В конце ряда соединительный столбик переду, затем еще 2 соединительных столбика и начинаю вязать в обратном порядке по узору. Вяжу точно такой узор, как мы вязали впереди и на заднике, и он будет как бы продолжением вот узора на пяточке здесь.
Изнаночный ряд провязываем точно так же столбиками без накида. И в конце ряда нить обрезаем. Вот я думаю, что получилось не только симпатично, но и будет очень практично при носке. Не будет перед, задник так разваливаться в разные стороны, очень хорошо будут держаться. Теперь задача связать точно такую перемычку с этой стороны, с другой, точно так же, чтобы она была вот так на такой же высоте. То есть сверяем, смотрим и делаем вторую часть самостоятельно. Я думаю, что вы справитесь. Вот этот ряд берем за основу второй. Видите, оно как бы продолжение этого второго ряда, эта перемычка. Она идет как продолжение. И с той стороны у нас точно так же. Мы начинаем цепочку из воздушных петель вот здесь в начале второго ряда и вывязываем тоже такую вот перемычку, как продолжение этого ряда. Вот теперь обе перемычки готовы, и я буду привязывать сейчас вот этот вот застежку с этой стороны, а с той стороны сейчас застежку привяжу, и с той стороны навстречу привяжу ремешок необходимой длины. Надо будет замерить ширину вот здесь ножки, где, и сделаю просто ремешок. Ремешок свяжу столбиками без накида на 4 петли поворотными рядами. Ну вот ремешок я привязала. Сейчас вот эту нить обрежу.
Затем ее спрячу в вязание и останется связать только ремешок нужной длины. Все, на этом мы и закончили. Вот теперь наши туфельки абсолютно готовы. Теперь мы можем их примерить, посмотреть, как у нас длина ремешка, все ли подходит. Я думаю, что все просто идеально. На ножки они смотрятся очень хорошо. Я вот вам показываю на манекене. Ну, а вы сами убедитесь, когда свяжете для себя, померите на свою ножку, и я думаю, что вам понравится. Дорогие друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о следующих видео. Их будет еще очень и очень много. Они будут интересные. И обязательно напишите пару слов в комментариях. Я очень рада, когда вы пишете свои отзывы, когда вы делитесь своими успехами. Пишите. Вам ровных красивых петелек и до новых встреч!